Всем доброго дня и хорошего настроения. Готовимся к Рождеству. Выпекаем творожный кекс «Штоллен». Это традиционная рождественская выпечка. Начнем готовить штоллен. Нам понадобится, запоминайте, 250 грамм сливочного масла, 250 грамм творога, 250 грамм сахара, а также 20 грамм разрыхлителя, 3 яйца. Просеем 550 грамм муки. Добавим соли пол чайной ложки. Также необходимо цедра одного апельсина и цедра одного лимона. И добавим сок половины апельсина. Сухофрукты и орехи полкилограмма залить ромом или апельсиновым соком на 12 часов. Потом слить и добавим в тесто. Также не забудем про ванильный сахар или ваниль. Масло, сахар, соль, ванильный сахар взбиваем до пышной пены, добавляем 3 яйца по одному, продолжая взбивать. Теперь добавим цедру лимона и апельсина. Затем добавляем творог и сок половинки апельсина. Потом добавим разрыхлитель и сухофрукты с орехами. Все хорошо перемешаем. Муку вводим постепенно, маленькими порциями. Теперь все выложим на стол и замешаем мягкое тесто. Разделим на 2 части, будет 2 больших штоллена. Штоллен формуем таким образом, чтобы он напоминал младенца, завернутого в одеяло. В духовке штоллен будет находиться у нас 50 или 60 минут при температуре 180 градусов Цельсия или 356 градусов по Фаренгейту. Аромат в кухне стоит необыкновенный. Как только вытащили из духовки, смазываем растопленным сливочным маслом. Затем посыпаем сахарной пудрой. Сахарной пудрой посыпаем несколько раз, пока она не перестанет впитываться. Это создает прочную корочку, с помощью которой штоллен может храниться несколько недель до праздника. Штоллен выпекают заранее. Он созревает и раскрывает свой вкус и становится все вкуснее и вкуснее. Штоллен заворачиваем в пергамент, затем в фольгу и храним в холодильнике.